Внимание! Если вы не видели первую и вторую часть этой трилогии, то обязательно советую вам ее посмотреть. Теперь я обращаюсь ко всем, кто целиком, либо краешком зацепил советское образование. Да-да, то самое, которое самое продвинутое в мире было. В чем же его главное отличие от современного? Да никаких идиотских тестов, но все остальное это есть. Форма, режим, паршивые овцы и так далее. Не хочу обидеть тех, кому за 40, но советская система образования – это уловитель, который вы боготворите как идеальную модель обучения. Но это вранье. На самом деле вы выбираете из двух зол. Меньшую, потому что не видели, из чего выбирать. Система советских школ также выращивала челядь, которой управляли закулисные выпускники спецшкол. Подытожим. Теперь давайте разложим по полочкам, что я вам рассказывал в предыдущих и в этом выпуске. Я не навязываю вам какого-то определенного вектора, а лишь показываю систему без макияжа. Как видите, вариации массы, и только вам решать, какие сочетания применимы, из каких ингредиентов сварить суп для своих детей. Допустим, послушав эту трилогию, вы отметете детский ад, чтобы не травмировать малыша. В первый класс он пойдет психологически окрепшим, но можно мыслить глобальнее. Вы отметете не только сад, но и школу. Может, только начальную, освободив ребенка от прелестей рабской реформы, а сэкономленные деньги вложите в качественное домашнее обучение, чтобы в дальнейшем поступить в вуз для официального получения аттестата. Нужно всего лишь сдать экзамены перед школьной комиссией. Но методика домашнего обучения позволяет подготовиться за считанные недели, а не за 11 лет. Но можно мыслить еще глобальнее. А в чем, собственно, польза вуза? Не задумывались? Если в первый же рабочий день начальник отдела просит вас забыть все, чему учили вас в вузе, такого намека вам недостаточно, чтобы усомниться в здравомыслии и адекватности родителей, которые отправляют вчерашнего школьника на очередной обучающий виток. Да еще и оплачивают этот фарс не просто деньгами, а брикетами денег. Это как начать уборку. Вроде и хотел пыль со стола стереть, а закончилось все выносом на свалку продавленного матраса и облезлой мебели. Начав сомневаться в детском адике, к чертям полетит и школа, и вуз. Что же остается? Время. Много времени. Просто огромная гора свободного времени, которое вы потратите с максимальным КПД, напитываясь именно прикладными полезными знаниями и навыками. Домашний ребенок, по секрету, достаточно всего часа обучения в день, чтобы к 17 годам овладеть не только перлами астрономии и официальной истории, но и получить 10-кратный перевес знаний по сравнению с багажом рядового выпускника средней школы и любой престижной академии с грифом «ВИП-ферма». Если вы сомневаетесь в этом, напоминаю, что все учебные заведения пичкают учащихся теорией, несовместимой с реальной жизнью. А редкие практические занятия оторваны от современных условий труда на полвека. Именно по этой причине мастера просят забыть все, чему учили. В противном случае вас не подпустят к современному, безумно дорогим установкам с ЧПУ. Как же выучиться самостоятельно? Как было сказано выше мной, сперва снесите стену страхов в своей голове, а потом расслабьтесь и получите удовольствие от родника знаний, что вливается самотеком. Сперва нужно определить, что ребенка интересует, во-первых, цепляет, под что заточены его руки и мозг, а что вызывает рвотный рефлекс и отторжение. Прогоните ребенка сквозь первичный фильтр грубой очистки и приступайте к самостоятельному обучению, технологию которой я хочу сравнить с библиотекой. Вы еще помните, чем набито это здание? А еще вспомните, как плетешься туда писать реферат. Кто не помнит, технология следующая. Отдаешь тетеньке список книг, в которых, может быть, наскребешь нужные абзацы для реферата. Из 15 штук тебе в итоге принесут 8 томов, которые нужно прошерстить за пару часов, ибо студент вечно жрать хочет, и тебя в любом случае выгонят из читального зала за урчание в животе.
Короче, через 2 часа, если повезет, ты выпишешь на листок целый абзац по теме твоего реферата, который в итоге растянешь на 15 страниц печатного текста, который препод все равно подложит под стул, чтобы тот не качался. Короче, библиотека – это самое никчемное заведение после исторического музея. Это эхо подлинных хранилищ знаний, в которые вас не пустит никто и никогда. Тем более, их также официально не существует. К чему я веду? К тому, что хватит сверлить отверстия коловоротом. Давно дрель изобрели. Где сегодня можно найти любую информацию? Варианты ответов давать? Или сами догадались? Вы не придумаете вопроса, который бы не обсуждался бы в сети. Совершенно любой рецепт любого блюда. Рост любого актера. Замена любых деталей в любой машине. Количество семян в одуванчике. Как расплавить свинец. Чем накормить коалу. Сколько подушек безопасности в тракторе «Беларусь». Ну и, конечно, лидеры поисковых запросов. Что такое любовь? И как не забеременеть до прихода родителей? Вы не раздербаниваете сток сена в поисках иглы, как это заставляли делать библиотеки в каменном 20 веке. Главное правило – сформировать вопрос. Ведь вам ответят не роботы, а реальные люди, которые компетентны в данном вопросе. Я рекомендую черпать теории на форумах «Глубина лунки для 4-летней сосны», «Сколько сохнет олифа» или «Чем мурлычет кот», а за практикой идите в YouTube. Обязательно ли лудить медные провода, на какой высоте раскрывать парашют или как прийти к Богу. Некоторые видеопособия люди снимают настолько профессионально, что достаточно одного просмотра. Цифровой век так молниеносно перевернул быт, что мозги людей не поспели за такой скоростью. Поэтому они по старинке покупают газеты в киосках, отправляют письма через почту, а детей за знаниями в школу. Бегите от стереотипов. Будьте гибкими. Это залог адекватности. Если еще 20 лет назад учеба в ВУЗе была бесполезным протиранием штанов, то сейчас это очень дорогое протирание штанов. Это мультимиллиардный бизнес, продающий вам воздух. Оглянитесь вокруг. Никто не работает по специальности. Товары и услуги стоят бешеных денег. Но 99% специалистов таковыми не являются. По той простой причине, что обучались в школах и вузах. Сделайте подарок своим детям. Втисните в их тот самый 1% специалистов, компетентность которых никогда не будет нуждаться в рекламе. Кто становится успешным? У директрисы, давайте вспомним. Ну что, молчите, хотите, чтобы ваш ребенок дворником всю жизнь проработал? Повторила свой едкий вопрос директриса. Вы замечали, что в военной форме все солдаты, а ордена есть у единиц? Если награды раздавать всем подряд, то они автоматически теряют ценность, не так ли? Жестокий мир так устроен. Все стать успешными не могут. Уж поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Даже если гипотетически такое предположить, то общество на миг уравновесится, но потом сразу же начнется закономерный виток. Над ровным газоном возвысятся одуванчики, с заявкой на быстрее, выше, сильнее. Короче, они захотят стать успешнее, чем эти успешные люди вокруг. А чем тут занимаетесь вы? Чем же? Брякнула офигевшая от такого нестандартного потока информации директриса. Так вы эти одуванчики подрезаете, чтобы голову не высовывали, чтобы не вздумали свой талант раскрыть, чтобы не пытались возвыситься и выделиться из серой массы старческих коричневых жилеток. Смотрите, какая интересная модель получается. Чтобы стать успешным, нужно стать на голову выше толпы. Но пока ты барахтаешься среди статистической рыбешкой, головой ты только ешь. А как стать? Как вырасти, выделиться из серой массы и заполучить успех? Учиться, учиться и учиться. Директриса попыталась хоть мизинцем ноги встать в колею неформатного разговора. Да проще простого. Занимайся тем, до чего не додумались другие, и успех гарантирован. Много родителей распинались в этих стенах, выставляя себя самыми умными, порой даже возомнившись себя. Ох, батюшки, мудрее директора школы. Ну, такое она слышала впервые. От удивления очки сползли на кончик директорского носа. Хочешь стать чемпионом, победи чемпиона. Ну, я пошла. Наталья спокойно вышла из кабинета, дверь захлопнулась, а челюсть у директрисы нет.
Есть большая вероятность, что это видео станет последней каплей в вашей чаше сомнения. Да что я несу? Я для этого и делал этот выпуск. Однако, учитывая, что самый страшный день в году повторяется ежегодно, меня упрекнут, мол, что я так долго тянул, и что я раньше об этом не мог рассказать? Не мог. Все приходит вовремя, как и эта информация для вас. Возьмите своего ребенка, пойдите в парк или там, куда он любит. Отпразднуйте каждый год это 1 сентября с цветами, снарядами. И пусть станет для вас 1 сентября днем освобождения от мертвых знаний. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.